Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре основание от фирмы Доктор Нибауэр со скромным названием World Champion. Непритязательное. С одной стороны, да, Сергей, а с другой стороны, Доктор Нибауэр, насколько я знаю, неоднократный чемпион мира по ветеранам, и поэтому имеет право так называть деревяшечки. Да? Тут спорить не буду. Чем интересно это основание? Толщина 8 мм, это получается, классическая, наверное, для нападения 6 мм. Ты знаешь, различные бальзовые основания 9, 10, 13 мм, а это как-то вот посерединке, 8 мм и туда, и не туда. Вообще, посмотри, Сергей, вот понабивай чуть-чуть мячик, вот попробуй, вот, послушайте этот звук. Как отбойный молоточек. Во-первых, высокие тона, что говорит о OFF. Это основание OFF. Да. Быстро, я так не сказал, учитывая, что я где-то играю на основании в основном OFF плюс, а то и 2 плюса. То есть для меня это основание такой OFF довольно контрольный. И оно очень популярное, это не новая, скажем так, разработка. Безусловно, оно чуть-чуть улучшается. И я уже с ним сталкивался, прежде всего, так не тестировал, но единственное слово, что я запомнил, играя им, это контроль. И вот сейчас мне хочется это, Сергей, проверить. Плюс, естественно, мы поставим гладкие накладки, и будет интересно, что ты скажешь по этому поводу. Не терпится поиграть гладкими на ней. Мы поставим одну гладкую, это накладка фирмы Доктор Нибауэр Голиаф Speed 2, это красная будет, в толщине 2,0, максимальной, 2,1, наверное, да. И Омега 5 Pro от фирмы Xiom в толщине 2,0 будет черная. И Сергей повращает. С чего начнем? Накаты и топ-спины? Поехали. Поехали. Сергей, начнем справа. Какие впечатления вообще? Сначала скорость. На твой взгляд, какая скорость? Скорость, мне кажется, в районе OFF. То есть не максимальный там OFF плюс, а такой хороший нападающий OFF. И в целом мне понравилось чувство контроля в этом основании. То есть можно хорошо добавить. То есть это не означает, что если OFF, значит мяч летит медленнее. Это значит, что мяч отскакивает от ракетки медленнее, а вы можете ударить сильнее при этом. Хорошо, ты играл в целом таким сверхагрессивным, тензором Омега 5 Pro и играл универсальной такой накладкой, которую некоторые порой и подрезают с дальней зоны, которая как вообще игра с дальней зоны и той накладкой? С дальней зоны мне больше понравилось, конечно, играть Омегой, но Голиафом есть такой козырь, им очень хорошо играть со стола, и причем слева вот так вот вставлять, как бить. То есть для контр-игры, мне кажется, Голиаф просто отличная была. Контр-игры плоскими этими. В принципе, ты с дальней зоны тоже так откручивался, мяч летел. Не значит, что ей невозможно сделать это, но мне кажется, что она все-таки больше подходит для этого. Хорошо. А в первое впечатление, 8 миллиметров, как тебе все-таки? Ты играешь 6 миллиметрами. Почувствовалась вот эта толщина на 2 миллиметра? 8 миллиметров и 8 миллиметров, черт с ними, как говорится. Что? Попробуем теперь по вращению. Сейчас по нижнему вращению Сергей начинает, и по верхнему я понакручиваю, поперекручиваю. Посмотрим, как ведет себя это основание. Вращение на вращение. Смотрим. Сергей, как начало по подрезке, слева, справа, что отметишь? Отмечу высокий контроль основания, то есть... Нету выброса какой-нибудь там сверхкатапульты. Сверхкатапульты нет, но вы можете сами ее создать, тем, что вы просто более уверенно делаете, и мяч летит довольно быстро. Что меня очень удивило в этом основании, это, конечно, контр-игра. Мне кажется, вы сами видели, очень легко. Просто такое ощущение, что ты берешь мяч рукой и кладешь его на ту сторону соперника. Слева Голиафом и причем и Голиафом, и этим, просто такие немножко разные ощущения. Голиафом вы как будто бы пробиваете мяч,
а к теомам, ну, тензорной накладкой, ну, более классические ощущения. Слева немножко сначала я не понял, как играть Голиаф, но потом я думал, что нужно как-то пробивать его, но потом я почувствовал тоже углом, и очень, очень мне нравится в контр-игре это основание. Хорошо. Часто при ну, чтении там, в интернете за это основание такое вот слово универсализм с трудом выговорил. Что ты отметишь? Действительно оно так универсально, Сергей? Да, мне кажется, оно может подойти и острым нападающим, и, как мне кажется, и людям, которые играют шипами с двух сторон. То есть тут как бы и тем, кто играет в комбинационном стиле, знаете, как Патрик Чило, там что-то может и отрезать шипами. Ну что шипами? Ну можно, можно и гладко отрезать, подыграть. Вот. Ну это все достигается за счет высокого контроля основания. Ну, ты заговорил за шипы, и ну, сейчас попробуем шипы. Мы поставим шипы короткие Killer Pro Evo в толщине 2.0, это красный цвет. И Агрессор Pro от фирмы Dr. Neubauer 1.5 черный. Ну и вот как раз посмотрим, я почувствую, действительно ли это, как ты сказал, такое чувствительность невероятно, волшебное такое касание, да, или как необычные термины ты подобрал. Посмотрим. Итак, играем шипами, начнем с накатов и начало по подрезке. Ну как вам игра шипами на волчинку? Интересное ощущение, Сергей. Но возникает только один вопрос. Можно ли стать чемпионом мира, играя этим основанием шипами? Ты насчет названия основания World Champion? Ну да. Ну, не бауш как-то стал, поэтому, конечно, возможно, при должной подготовке, тренировке, ну и волшебных шипов. Ну, а если серьезно, то что можно ответить по поводу игры с шипами? Первое впечатление. Ну, плоская игра хорошо, потому что скорость не маленькая, небольшая, действительно такая универсальная, что можно как-то даже и накатом под сетку сыграть, что справа, что слева. Вот. Очень интересно. И, соответственно, удобно начинать тоже по подрезке. Мне понравилось, что можешь аккуратно по месту начать. Вот. Чтобы мощно, конечно, нужна определенная техника. Кстати, о технике отмечу, что справа вот мне понравилось, что при Killer Pro Evo на этом основании очень хорошо вот ровно держишь и просто вперед, и тогда мяч попадает. То есть если ты немножко там подкрутишь или как-то будешь углом играться, то будет немножко просто открыл, раз и сюда. Вот. А Агрессор Pro слева отмечу, что вот этот такой, не знаю, так назвать, лифтинг, толчок, вот когда открываете ракетку, проталкиваете мяч с подрезки, то тоже довольно хорошо получается. И здесь, наверное, толщина вот эта 8 мм подходит. Все-таки, когда основание чуть толстенькое, удобно такие вещи делать. Надо проверить, наверное, на топ-спинах, Сергей. Давай повращай, я поподставляю, понажимаю. Ну и посмотрим, как короткие шипы и средние звучат на основании World Champion. Смотрим. Ну что с контр-игрой? Шипами. Ты знаешь, ну, прежде всего, наверное, отметить надо справа, потому что слева, ну, агрессором я такой делал как бы блок просто вперед. Ну, это, наверное, контр-игра для Агрессора Pro. Ну, очень понравилось. Позволяет все-таки технические огрехи, назовем это так, хороший контроль,
Я бью, ну и много попадал то, что я думал промажу. Как я нажимал, по твоим топспинам сразу Да, захватывал. даже мне понравилось. Вот, поэтому очень хороший контроль, вполне, ну, действительно он разрабатывает, конечно, и для шипов, и для гладких, но вот киллер Pro Evo, да и простые киллеры, ну, очень хорошо сидят на этом основании, ну, по крайней мере, там справа. Слева агрессором, конечно, тоже так нажимал, да, ты там мучился и вспоминал в суе доктора Нибауэра добрым, теплым словом. Так что шипы играют, вот, видите, и начало, блоки, ну все элементы мы прошли, вполне можно. Ну и, конечно, такой контроль позволяет подтянуть соперника к сетке и затем разбросить, захватить инициативу. Переходим к выбору выводов. Поехали. Итак, выводы. Ну, крайне интересное основание, мне кажется, получилось. Ну, не получилось, а мы его таким увидели. Потому что мне очень понравилось играть им гладкими, а вам, Максим? Шипами. И что получается? Оно и для шипов, и для гладких. Ну, как-то это слишком сказочно. С одной стороны можно поставить шипы, с другой гладкие. Да. Или две ракетки. Одна гладкая, другие шипы, в зависимости там, от соперника. Есть и такие люди. Ну, универсально, действительно, хороший контроль, и поэтому такая универсальность. Значит, сразу же можно сказать, что хорошо играть и комфортно, и Сергей это проверял. В дальней зоне вторая и третья зона, несмотря там на то, что он порой рассказывает в интернетах, ну, комфортно, удобно, мяч ложится в стол, очень хороший контроль. Вот. На столе же мне понравилось, что прямо со стола можно блоковать, переводить шипами, тут мяч только взлетает, сразу толкай, и он окажется там. Может, и в защите можно им играть? Я думаю, можно, но, слушай, современные защитники играют Джуси Хьюков, который там как деф такое относительно, на самом деле, очень тоже быстрое основание, поэтому можно играть. Вот. Ты знаешь, Сергей, я вот не смог четко сказать, знаешь, такими тебя твердое или жесткое, ну как тебе, ну игра такая мягкая, ну само основание, вот слово жесткое. Я бы сказал чувствительное. Чувствительное, да. Вот, ну, я не смог так ответить на этот вопрос, там, если так спросят. Что еще отметишь, Сергей, за World Champion? Ну, отмечу, конечно, именно контр-игра. Мне очень понравилось, как ей перекручивать, как ей играть в приеме. Просто очень хорошо чувствуете мяч и возвращайте его на стол. Хорошо. Ну, соответственно, какой тут вывод, Сергей? World Champion, если хочешь быть World Champion, значит, наверное, возьмешь это основание. А куда его прикладывать? Куда? Ну, куда-то приложи, чтобы стать World Champion. Ну, на этом все. С вами были Максим Черепнин. И Сергей Брановский. До новых встреч. Играйте в теннис.